украинские власти в лице одной из депутатов и мэра Киева Кличко предложили выселять киевлян из домов, в которых не могут восстановить электричество. По подсчетам Кличко, это порядка 300 домов только в одном Киеве. Ну а министр энергетики этой подконтрольной Киеву территории Шмыгаль сказал о том, что в стране не осталось ни одной целой действующей электростанции. Правда, он не уточнил, какой из, но, опять-таки, здесь верить ли Шмыгалю, это очень большой вопрос. Но я бы хотел, чтобы ты разобрал немножко ситуацию с энергетическими поставками в районы и регионы подконтрольной Киеву территории. Ну, давайте начнем с того, что пан Шмыгаль, разумеется, не прав. Все атомные электростанции на территории подконтрольной Киеву в полном порядке. Никто по ним удара не наносил. В отличие от города Киева, у нас с головой дружат. И атомные и ядерные объекты, разумеется, это то, что не будет касаться никогда. Так что соврамша, пан Шмыгаль. Действительно, тот, кто называет себя президентом Украины, заговорил о том, что необходимо выводить ситуацию ЧС в энергетике. Масса вопросов, почему об этом не думали летом. Но это уже, наверное, к политологам, не к энергетикам, поскольку это политологи внимательно следят за тем, как разворачиваются коррупционные скандалы в Киеве, куда уходили деньги, которые героическая Европа собирала для того, чтобы помочь энергетике города Киева и окрестностей. Теперь, если без эмоций, я не думаю, что есть смысл рассматривать всю систему, так скажем, Украины. Наверное, есть смысл пройти по наиболее важным регионам, которые дают наибольший вклад в валовый внутренний продукт, опираясь на данные 2021 года, то есть до острой фазы конфликта. Это Киев и область, города, пригороды, города, составляющие агломерацию. В силу логистических особенностей Одесса, ну и то, что было промышленными центрами на тот момент, 21 год, повторяю, Харьковская и Днепропетровская область. Разумеется, я не буду пытаться найти те данные, которые есть у нашего генерального штаба, опираюсь исключительно на открытые данные, разумеется. И делаем поправку на то, что туман войны никуда не рассеялся. Во время войны обман противника – это доблесть, за которую надо там какие-нибудь медали раздавать. Поэтому все, что оперативно приходит о том, что не работает ни одна электростанция, работают все электростанции, работает в 2 раза больше электростанций, чем было, делим на 5. Значит, в нормальном штатном состоянии мы сейчас о зиме, поэтому, разумеется, надо говорить прежде всего о тепловых электростанциях, те, которые обеспечивали город Киев. Их там, собственно говоря, 4 штуки. Киевский ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Есть, ну так скажем, мини, некая киевская ТЭЦ-3, но у нее мощность всего 60 мегаватт. То есть, вряд ли есть смысл учитывать. Достаточно мощная Дарницкая ТЭЦ и Трипольская. Все они работают на газе с резервным топливом в виде мазута. Кроме того, если мы говорим о чистой электроэнергии, то есть без поставок тепла, это работающая на территории подконтрольной Киеву Ровенская атомная электростанция и каскад ГЭС на Днепре, прежде всего Киевская ГЭС и ГАЭС, и Коневская ГЭС, Кременчугская. Насколько можно понять, там связь несколько затруднена, и работает она больше на Харьков, чем на Киев. Вот, собственно говоря, то, что по выработке. Что касается того, как электроэнергия в город приходит, 2 главные, так скажем, подстанции. Мощность 750 – это то, что идет на прием от крупных электростанций, и 330 – то есть то, что уходит дальше внутрь города, уже на подстанции другого класса,
они принимают 330 киловольт, снижают до 110 и далее до 10. При этом надо помнить, что вот такой прямой связи, одна подстанция, которая приняла 750, опустила до 330 и отдала на конкретную подстанцию следующего класса, нет, там все это закольцовано. То есть, если 330 не поступает на подстанцию с одной входящей, то придет с другой. И между собой они тоже крест-накрест связаны, то есть, нечто похожее, наверное, на московское энергокольцо. Продублировано на все случаи жизни, но вот случаев жизни, видимо, стало слишком много в последнее время. Ровенская заходит через север, подстанция сейчас называется Киевская, но, собственно говоря, раньше она называлась по-честному Чернобыльская, решили сменить название, видимо, чтобы нервы получше были. Вторая подстанция на юге, она так называется, крайне неоригинальная, южная. Вот они вдвоем 750 приняли и 330 на кольцо сбросили. В кольце 3 главных распределительных электростанции, тоже с крайне неоригинальными названиями: северная, восточная, западная. Все. Вот описание того, что из себя представляет Киев с точки зрения энергетики. Не хватает тепла, это значит, что либо перебои на тепловых электростанциях, находящихся внутри города, либо возникшие проблемы с теплосетями. Что из этого правда, что нет, я сказать не могу. За более точными сведениями обращайтесь напрямую в Генштаб, он вам обязательно все расскажет, как есть. То, что делает пан Кличко, там не принудительное пока расселение, пока от него прозвучало предложение киевлянам, у всех, у кого есть возможность переехать в те места, где есть тепло и свет, сделайте это. За что его пан Зеленский тут же отругался словами, что вы все делаете неправильно. На мой взгляд, поведение городской управы более или менее адекватное. Были и распоряжения о том, что необходимо слить воду из радиаторов центрального отопления. Причины понятны. В Киев пришли морозы, по-моему, до минус 18 днем, до минус 22-23 ночью. Соответственно, если горячая вода по той или иной причине не поступает, просто лопнут батареи, ни к чему хорошему это не приведет. По оценкам тамошних экспертов, которые, как ни странно, появляются в интернете, значит, не все так у них плохо с электроэнергией, значит, какая-то есть, если есть возможность выйти в интернет и написать свои ценные мысли. Быстрый ремонт стал уже невозможен, то есть, очевидно, тот объем запчастей, который имелся, запасного оборудования, просто иссяк. Соответственно, если говорить о ремонте, связанном с подачей тепла, то это уходит, даже если вот сейчас все остановится и прекратится, это уйдет куда-нибудь в апрель. Трубы в земле, земля после того, как неделька постоит, погода с минус 20, это уже сложно, прямо скажем. Вроде бы, насколько можно понять, водоотведение, водоподача работает. Это значит, что были резервные передвижные электростанции, либо дизельные, либо бензиновые, которые обеспечивают подачу воды и работу канализации. Второе, кому это не казалось некультурным, для города-миллионника крайне важно. Чтобы не случилась такой ситуация, что когда весной потеплеет, не приключилась другая беда. Это вроде бы работает. Опять же, если судить по тем кадрам, которые из Киева приходят, поставлены пункты обогрева. Не знаю, не видел пока информации о том, есть ли эвакопункты. Предложение Кличко убыть из города туда, где потеплее, для города-миллионника это, наверное, вряд ли возможно. Какая-то часть жителей, может быть, и имеет что-то за городом, где хотя бы дрова имеются. Мне сказать сложно. Вряд ли счет пойдет на миллионы. Вряд ли можно говорить о том, что можно организовать центральную эвакуацию. Напомню, что на тот момент, когда в 1986 году была Чернобыльская катастрофа, Припять в количестве 50 тысяч человек удалось эвакуировать за 3 дня, но тогда, простите, работал весь Советский Союз и была готова целая система пансионатов, санаториев и так далее. Как сейчас и зимой, пусть городские власти решают, я про политику, опять же, говорить отказываюсь.
Это что касается Киева. Давайте на юг, в Одессу. Одесса важна тем, что это центральный логистический узел, так, наверное, можно сказать. Поскольку не работают нефтеперерабатывающие заводы на территории подконтрольной Киеву, соответственно, этот узел важен. Достаточно большой объем нефтепродуктов идет через порты Одессы. Там достаточно сложная ситуация с логистикой, насколько можно было видеть. И были удары по мостам и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, сам город, чем живет, чем дышит, морозы тоже туда пришли. Там тепловых электростанций значительно меньше. Одесская, самая мощная, 246 мегаватт и 734 гигакалории в час. И две маленькие, Одесская ТЭЦ-2, но там совсем маленькая, 25 мегаватт, и Южноукраинская ТЭЦ в городе Южноукраинске, как ни странно. По электроэнергии не сильно значительная, порядка 50 мегаватт, и по теплу порядка 150 гигакалорий в час. Все работают на газе. Работают или нет, мне сказать сложно. Вот почему-то по ситуации с энергетикой Одессы у нас информации мало. Называют, что идут прилеты в некие энергетические объекты, а что это значит, сказать сложно. Своих, ну, так скажем, это не своя, конечно, атомная электростанция Южноукраинская, да, работает, то есть до 1000 мегаватт приходит в Одессу именно оттуда. Ну и кроме того, есть две небольших электростанции, две достаточно крупных, простите. Днепровская гидроаккумулирующая электростанция 970 мегаватт и Ташлыкская тоже гидроаккумулирующая 300 мегаватт. Вот это то, что у них есть своего. Что касается подстанций, то с южноукраинской атомной электростанции электроэнергия приходит на подстанцию Одесская 750-330. Дальше разделяем, понижаем напряжение до 330 и получаем на две подстанции следующего класса, 330, 110 и 10, чтобы совсем в город заходило. Одно название приличное, западное, второе, ну, на русское ухо так себе, Куяльник. Ну, вот такое название у них, вот так они себя чувствуют. Раньше существовала возможность получать электроэнергию из Приднестровья, а сейчас ее нет. По той причине, что в очередной раз объявлена чрезвычайная ситуация в электроэнергетике у Приднестровья, и, разумеется, на выход там ничего нет. Теперь что у нас дальше? Двигаемся на восток, наверное. Ну, Днепропетровск, наверное, понятно. если ты уже от Одессы идешь. Ну, давайте сначала по городам пройдемся, а потом придем в Закарпатскую область, которая имеет огромное значение, на самом деле, для киевского режима на день сегодняшний. Харьков. С учетом того, что он ближе к фронту, повреждений там больше. Там работает 4 теплоэлектростанции. Харьковские ТЭЦ 2, 3, 4, 5. При этом вторая и четвертая просто выведена из эксплуатации. И висит город-герой на Харьковской ТЭЦ-3 и на Харьковской ТЭЦ-5. Вот хорошо ли они себя чувствуют, сказать сложно. Думаю, что не совсем хорошо. Что касается электроэнергии с атомных электростанций, раньше, разумеется, получалось с Запорожской, но теперь не получают, но есть возможность получать с Ровенской и с Южноукраинской. Было где-то до ноября прошлого года, потом эта возможность пропала. Неудачно расположенные кондиционеры привели к выводу из строя линии электропередач. Так иногда бывает. Что касается подстанций, вот здесь Харьковская, ну и традиционная, южная, восточная и с юга расположенная Лосево. Харьковская рассчитана на то, что получает электроэнергию напряжением 750 киловольт, снижает до 330, передает на 3 остальные. Днепропетровск, который для жителей подконтрольного киевского режима он называется теперь город Днепр.
У них некоторым образом страховка есть, потому что крупнейшая тепловая электростанция Приднепровская, мощность 1765 мегаватт, работает на угле. То есть она не зависит от подачи газа, с газом тоже отдельная история. Ну и кроме того, про запас есть Днепровская ТЭЦ 120 мегаватт, Днепродзержинская ТЭЦ 130 мегаватт и внутри города западная ТЭЦ. Небольшая, 75 мегаватт, тем не менее, они имеются в наличии. А вот эти три, они тоже на угле или на газу? Эти газовые. То есть я думаю, что там ситуация сейчас такая, что работает именно Приднепровская, просто потому что ей запас угля, насколько можно судить по прессе, сумели сделать. И с газом там, как известно, ну, по крайней мере, то, что раздавалось из Киева, 40% собственной добычи потеряно. Харьковская область как раз и является одним из центров местной газовой добычи. То есть можно не напрягаться, уголь есть, остается только беречь ее. Понятно, что она максимально прикрыта всеми средствами ПВО, там, какие имеются. Но сказать сложно. Что касается чистой электроэнергии, ну, понятно, Днепрогэс, 828 мегаватт. Вроде бы как она работает. Плюс Среднеднепровская, плюс переключившаяся теперь уже не на нужды Киева, а на нужды Харькова, Кременчугская. То есть запас хороший, то, что город прифронтовой, это понятно. Если попытаться следить за тем, что мы слышим с той стороны линии боевого соприкосновения, если послушать огромное количество сообщений наших блогеров, то можно просто запутаться. Там надо в каком-то оперативном режиме, чуть ли не в онлайн. Что выключилось, что успели отремонтировать, такое мельтешение бесконечное. Так, что у нас дальше? Ну, вот, наверное, уже и... подстанция. Ну, подстанция. Два названия нам хорошо известны. Днепровская ГЭС. Днепровская подстанция, та самая, которая в свое время обеспечивала поступление электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Теперь электроэнергия подается в обратном направлении для внутренних нужд станции, которую время от времени выводят из строя, причем это время от времени случается с регулярной частотой. Вы помните момент, когда Запорожская атомная электростанция почти месяц продержалась на внутренней генерации, обеспечивая циркуляцию воды в первом контуре и в бассейнах выдержки. Затем каким-то неведомым образом мистер Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, добился локального перемирия для того, чтобы отремонтировали обе линии электропередач. Кроме Днепровской 750 киловольт, есть еще ферросплавная 330, вот они не работали обе. Обе отремонтировали в октябре, по-моему, 28 декабря вышла из строя Днепровская 750 киловольт. Под самый Новый год ее отремонтировали с тем, что после Нового года она опять не работала. А сейчас мистер Гросси занимается переговорами о заключении локального перемирия, чтобы снова отремонтировать ту же самую линию электропередач. Так что, подстанция имеет отношение к Днепропетровску, но она и для нас в силу известных обстоятельств тоже важна. Внутригородские, то есть класс 330-110-10 киловольт, это индустриальная и южная. Информации по ним, у меня, собственно говоря, нету. Вот, это что касается крупнейших городов. А теперь за счет чего живет, за счет чего все-таки хоть какая-то электроэнергия есть, это понятно, это импорт из Европы. Импорт из Европы, это, разумеется, Закарпатская область. Это не только Бурштинский энергоостров, но и линии электропередач, которые связывают атомные электростанции со странами Восточной Европы. Соответственно, импорт есть, но есть и экспорт. В ночное время, когда спрос на электроэнергию падает, Украина старается рассчитаться киловатт-часами со всеми, кто принимает. Импорт в последнее время тоже не очень стабилен, потому что в Европу тоже пришли морозы. Особенно он нестабилен со стороны Румынии, потому что Румыния отправляет на экспорт в основном электроэнергию, которая генерируется солнечными электростанциями. Зима, солнца мало, поэтому то есть поставки со стороны Румынии, то нет. Бурштинский энергоостров, напомню, это Бурштинская ТЭС,
угольная и резервная мазут. Это Добротворская ТЭС. То же самое, уголь может работать на мазуте, есть блоки, которые выведены на газ, и небольшая Закарпатская ГРЭС, но она не работает уже, по-моему, с 2015 что ли, года вывели из строя. Что касается украинско-европейских линий электропередач, то они все на месте, все в строю, и можно ориентироваться даже на название подстанции. Если подстанция называется Хмельницкая АЭС Жешов, ну, понятно, что она связывает. Это подстанция класса 750 киловольт, связывает Хмельницкую атомную электростанцию с Польшей, и, соответственно, в обратном направлении можно получать электроэнергию из Польши. Еще одна подстанция класса 750 киловольт, тоже с оригинальным названием, западноукраинская, Альбертирш. Альбертирш – это город в Венгрии. Тоже понятно, цела, работает, все в порядке. 400-киловольтовая подстанция, Бурштинская ТЭС, Молдавская ГРЭС. Молдавская ГРЭС – это теперь просто название подстанции, потому что это один из каналов электрической связи с Румынией, а не с Молдавией. Причины я уже называл. Бурштинская ТЭС Сучава. Сучава – это город в Румынии. Тоже понятно. То есть из Молдавии электроэнергию можно получать, из Румынии электроэнергию можно получать напрямую, можно транзитом через Молдавию. И еще одна подстанция 400 киловольт, Закарпатская Елова. Елова – это город в Словакии. Вот до той поры, пока все эти нитки целы, какой-то запас прочности у украинских властей есть, помимо, разумеется, того количества передвижных электростанций, которые в огромных количествах поставлялись из Европы, там, по-моему, счет чуть ли не на 1000 шел. Где они и как они работают, ну, хочется верить, что в городах-миллионниках система водозабора, водоотведения работает именно на них, потому что аварии вот в этой части это уже действительно гуманитарная катастрофа. Если в миллионном городе нет воды и не работает канализация, ну, это уже совсем пиши пропало, но таких сообщений не поступало. То есть, видимо, не все деньги были разворованы, или кому-то хватило ума и совести поставить эти генераторы там, где они должны стоять.